Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео я хочу показать вам красивый ажурный узор. Это ажурные ромбы. Он очень легкий, очень легко вяжется. Узор подойдет для вязания летних изделий. Можно связать маечку, футболку. С лицевой стороны он выглядит так легко, воздушно. Делитесь своими впечатлениями в комментариях об узоре. Изнаночная сторона. Тоже он здесь светится. Раппорт узора составляет 6 петель. Перед раппортом будет 3 петли и после раппорта 4 петли. Это для симметрии узора, чтобы узор красиво смотрелся. Образец этот я вязала из ниток Alize Baby Best. Спицы я использовала 4 миллиметра. Образец, который я буду вязать из нитки Organic Baby Cotton. Спицы будут тоже 4 миллиметра. Набирать я буду петли до и после раппорта, раппорты плюс 2 кромочные. Итого у нас получается 15 петель. Так, провяжем изнаночный ряд изнаночными петлями. Мы его не будем учитывать в дальнейшем вязании. Узор вывязывается в лицевом ряду, а в изнаночном ряду все петли и накиды вяжем изнаночными петлями. Эта схема очень легко запоминается, поэтому с ним справится даже начинающий. Так, первый ряд нашего узора. Кромочную мы снимаем. Далее у нас 2 лицевые петли с наклоном вправо. Переворачиваем петли на спицы. Вводим спицу снизу вверх и вывязываем петлю. Накид. 3 лицевые. Накид. Следующие 3 провязываем вместе лицевой петлей. Накид, 3 лицевые, накид и 2 вместе с наклоном влево. В конце ряда кромочная. Второй ряд изнаночный, все петли провязываем изнаночными. Третий ряд кромочную снимаем, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная. Четвертый изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Пятый ряд кромочная, далее 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, кромочная. Шестой изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Седьмой ряд кромочную снимаем, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и кромочная. 8 изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Так, мы связали все ряды. Вот какой он красивый получается. И повторяя с 1 по 8 ряд узор, у вас получится тоже такая красота. Можно таким узором связать все изделие, а можно вставить отдельные фрагменты. Это уже на ваше усмотрение. Ну и вот с изнанки он выглядит также, изнаночные петли все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Я желаю всем хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч!